Вот. Вот мы. Ага. Ну, где-то вот мы здесь вот находимся. Вот этот перевал, вот он. Да. Ледник, вот он. Юрин табор. Ледник, ну, вот. Вот это Юрин табор. Угу. Вот это Юрин табор. Избушка, да? Вот, да. Значит, и куда нам идти? То есть, вот этот солонец мы нашли. Вот он не здесь, как показал, а вот здесь вот этот вот первый. Ага. Первый вот здесь вот. Вот я планировал вот по этому распадку подняться, Ага. пройти хребтом и спуститься по ключу по этому, ну или как-то там, как раз эту тропу тогда подсечь. По-моему, вот здесь еще водопадик есть, метров 5. Ага. Замечательно. А здесь что, тоже солонец или Вот что-то? здесь вот тоже солонец, но там как бы вам показать. Короче, две плиты, там пропасть, надо перепрыгивать его. Но я сейчас не знаю, может одна плита даже сломалась. Может быть. Это было давно уже. А ты там тоже ходил? Один раз ходил, конечно. Ну, это я не знаю, если по этому ключу подняться можно, так можно попробовать посмотреть его. Нет, отсюда легче будет подняться, вот отсюда и пошел, и пошел, и пошел. Вот. О, нет, это хребтами это нет, это это даже пробовать не будем. Я руководитель экспедиции Сергей Подольский, заместитель директора Зейского заповедника по научной работе и старший научный сотрудник Института водных проблем. Дитя Советского Союза, родился в Караганде, жил в Москве, учился в Москве. Отец мой геолог, мама редактор. С детства я как-то интересовался природой. Отец водил в какие-то походики небольшие. Потом интересовали меня зверюшки, птички. Ну, потом детское увлечение, когда стал выбор, куда же, в общем-то, идти, он и определил выбор профессии. Поступил и выучился на географическом факультете МГУ на кафедре биогеографии. Скажем так, интерес-то был сначала не столько научный, сколько такой, как юного натуралиста, побольше попутешествовать, посмотреть. В 90-е годы, после того, как отслужил в армии, женился. И встал вопрос, а где же, собственно, работать? Ну, а для натуралиста, в общем, работать интересно там, где еще не все исследовано. И вот оказалось, что в Зейском заповеднике есть вакансия. И мы уехали туда с моей супругой Ниной. Там с ребеночком, с маленьким, там еще сын у нас родился. Поработали несколько лет. Потом пришлось вернуться в Москву. Но места эти все равно не отпускали. И со временем вот снова вернулся в Зейский заповедник. Вместе с его директором Сергеем Юрьевичем Игнатенко мы приложили серьезные усилия для того, чтобы организовать Токинско-Становой национальный парк, который сейчас, собственно, и находится в управлении единой дирекции Зейского заповедника.
Ну, родился я в 1947 году. Мне, такому красавцу, 65 лет. 75. Я все моложе стараюсь. В Оренбургской области, в семье уральских казаков. Род Обоимов – старейший казачий род. По материнской линии были они староверы. Знаю я, что бабушка говорила, что мы московской веры. Это предположить только могу, что откуда-то оттуда они, с Подмосковья, видать, бежали, когда вот раскол был. И в Оренбургской области я до 12 лет, мне 12 лет было как раз в декабре, и отец с матерью надумали, материна тетка жила в Узбекистане, и мы переехали в город Ангрен. До службы в армии я в Узбекистане среди садов, виноградников, среди многонационального народа. Я вот рос в такой атмосфере национального единства, чем очень горжусь, потому что тогда можно было познать и кухню. Потом меня призвали, и я попал в учебный отряд подводного плавания в Владивостоке. Там познакомился уже не с корейцами, не с немцами, а с Эвенком. А у меня с детства была мечта стать охотником. И я к нему так боком-боком, мы с ним. Еще я стоял дневальным, у меня кинжал такой-то на боку. А он, как истинный охотник, подошел, говорит, покажи. Я вот так вот достал, он говорит, о, на медведя можно идти. Я думаю, ничего, какой крутой. На медведя с кинжала. И мы с ним подружились. Тоже его звали Коля Сафронов. 3,5 года отслужил, вернулся домой. Но вот эта тяга по книгам Фенемора Купера, Федосеева, куда-то вот меня она как будто все время звала. Я пытался работать, работал и станочником на деревообрабатывающем заводе, на химзаводе аппаратчиком. Но все это было не то, и я поехал в Бамнак. Приехал в декабре 70-го года. Женился, потом через год родился сын. Вот сын, когда родился, я как раз вот здесь, вот буквально 300 метров отсюда, мы делали забой, а на озеро Аканон, вот оно тоже, с другой стороны, вот здесь тоже 200 метров. Самолет прилетал и забирал мясо, мы здесь грузили. Вот эти места мне знакомы уже 52 года. И работал я охотником сначала, а потом вот в стаде. В 73 году поехал каюрить, потом снова охотился почти до пенсии. А за 4 года до пенсии я был бригадиром оленеводческого стада вот в этих местах. Сейчас здесь Токинско-Становой национальный парк. И я вот уже 3-й год, меня берут с собой, я езжу, мы снимаем тут видео, показываем вам места прекрасные для туризма, для рыбалки. Здесь замечательные места. Ну и одна из основных задач — это сохранность вот, такого прекрасного вида толсторогов. Это снежные бараны, южный ареал, у них самые большие рога. Он еще называется толсторог, поэтому. Ну, мне нравится, что вот эти места сделали национальным парком, потому что промышленность наступает со всех сторон, и буквально пропадает живность, все, портится и земля, и воздух, и вода. А эти места уже можно сохранить, и с них уже начнется возрождение, как вот я всегда думаю, и в это верю, возрождение культурного, промышленного такого. Охота, чтобы вот эти красоты сохранились. Вот такая красота. Сейчас вот мы снимаем, показываем. Так что смотрите наши видео.
член экспедиции. Тайна? Ну, Ага. Родился я в Зее, жил тоже в Зее. Учился, закончил школу, поступил в Томск на лесное отделение. Потом не доучился, пришлось бросить. Вернулся в Зею и решил пойти работать в заповедник. Честно говоря, у меня из семьи никто не занимался ни охотой, ни охраной животных, ни рыбалкой. Как-то пришло через знакомых, через друзей. Познакомился с дедом, жил в деревне. Вот он меня начал таскать лет с 12. Вот взял ружье и пошел. Со школы на выходные выезжал в тайгу, к деду ездил, он жил в деревне. Много ходили, много рассказывал, показывал, втянулся. В заповеднике я работаю 1,5 года, работаю в инспекции. Мне, в принципе, работа нравится. Охраняю природу, охраняю животных. Очень интересно еще помогаем мы научным сотрудникам проводить всякие учеты, научные работы. Очень интересно. Именно должностные обязанности у нас защита и охрана. В экспедициях в основном в нацпарк, когда приезжаем, основное это строительство, наверное. Помощь эвенкам тоже одно из главных. Ходим, смотрим за оленями. Вот. И также проводим какие-то научные работы, помогаем научникам. Первый раз в прошлом году, когда приехали в экспедицию, мы с напарником, первый раз и познакомились с оленеводами. И оленей первый раз увидел, в принципе, в своей жизни. Мы помогали им, как раз отел был, помогали им разжигать сомнины, это дымокуры, по-русски говоря. И днем поддерживали, а прям зажигали утром и вечером, чтобы постоянно был дым, чтобы медведи не подходили, и не съедали телят. Люди оказались, эвенки, конечно, очень интересными, очень много знают про лес и очень много у них научился. с момента создания национального парка Зейский заповедник каждый год проводит экспедиции на его территорию. Это уже будет 4-я экспедиция. У нее своеобразные задачи, разведочные в первую очередь. Раньше мы работали в основном в центральной части Токинского становика, а сейчас практически находимся в его западных предгорьях. У нас задача основная – это найти неизвестные нам солонцы снежных баранов. Снежный баран – это одно из основных видов, которые охраняются в национальном парке. И помогать нам в этом будут оленеводы, которые работают на территории парка. Ни хрена не на перевале. И будем вместе искать эти солонцы. Но и это не все. Еще нам надо перевала будет тут проверить, еще... есть ли перевал из верховьев реки Я Аканон, вон там прошел. реки Севоктыляк. Метров 500 Это очень выше важно отсюда. для организации научных работ и охраны территории. Я пересекал, там тропы-то хорошие, по хребту хорошая тропа. Прием, прием! Валер, прием. Вы куда? Вы сейчас что, вверх идете по ключу или переваливаете? Я по ключу, чтобы перевалить по другому ключу, который в другую сторону течет. Вот мы, который ключ перешли налево, вы вдоль него идете по правой стороне, правильно? Прием. Как слышно, прием? Да, слышу. Говорю, тот ключ, который мы перешли, вы по правой стороне идете вверх. Да. Мы ниже вас, наверное, метров на 500-600. Они чуть выше Юриного табора, метров на 200. Как понял? Понял, вы ниже
по-другому уже, по другому склону метров 500-600. Нет, мы не по другому склону, мы на перевале, только ниже. Вы переваливаете или на тот ключ, или как, или ну до нас смысла идти нету. Ваши слушаю, прием. Так, ты куда ушел-то? По первому ключу вверх, да? Где мы расстались? Я иду вверх по ключу, откуда мы вместе начали подниматься. Так, а перевал-то у нас на правом намного же. Ты же видел, я поднимался сразу вверх. А чё, а зачем наверх-то? Ну хорошо. Перевал же с ключа на ключ. Да, теперь поворачивай обратно с правой стороны по течению. Потихоньку иди вниз. Вот где вы с Валерой расстались, чуть выше. Прием, прием. Слушаю. Сейчас крикну, слушайте, услышите, нет? Еще раз повтори, оборвалось. Сейчас крикну, слушайте, услышите или нет? Давай. Ау! Слышно, нет? Пока не слышу. Сейчас стрельну. Олени не напугаются? Да, слышал выстрел. Иду к вам. Надеюсь, в ту сторону. Ай. На каком том? На той сопке, что ли? Вера, прием. Прием. Еще раз пальни. У меня так патроны закончатся. Сейчас крикну сначала, может, услышите. Ау! Тихо. Слышу, но где-то не там. Справа, вниз, внизу. Так я же говорю, мы выше Юриного табора на чуть-чуть. Мы внизу практически, но на перевале. Что там за перевал? Ну тут как не перевал, тут бугор такой, и с правой стороны там вниз спускаешься и опять на сопку лезть. Если справа смотрится такая сопка высокая. Еще раз крикни. Ау! Услышал, спускаюсь к вам. Поперли, короче. Абсолютно. Не на тот солонец. О, слава богу, нашли. О, Павел, ты же говори мне, куда идешь. Мы же по карте показали, что вот... А он говорит, сейчас в другую сторону. Нам идти-то в ключ надо, получается. Сейчас мы по карте будем Вы же смотреть. объясняли, вот смотрели. Вот по Сергей, ключу. Вот, Не, вот, не вот, поэтому. вот перевал самый основной. Не, там. Это мы сюда попадем обратно в малый. Давайте смотреть. Нет. Точно. Малый. Я же по навигатору строго на эту. Шел на точку. Все, трек у меня. Все Ну, правильно. Он говорит, туда надо переваливать. А я говорю, что он вторая туда дорога. перевал. Да, Вон конечно. он перевал. Но... Может, вы про разные солонцы вообще говорите? Может, про разные солонцы. Это может такое быть. Ну, ладно, если найдем свой солонец, то это неплохо. Еще Да, один это будет. вообще отлично будет. Вот смотри. Я видел, вы по ключу пошли, и Ну, как бы вверх, вверх, дальше, и все. Наискосок. Не, ну это ты должны... Вот, смотри. Вот. Вот Юрин табор. Вот этот ключ. Вот по нему я уж почти дошел до этого перевала. Вот по этому перевалу сюда. А вы ушли сильно вправо, Вправо. вот сюда. Мы сюда... Вот сюда мы ушли. Да. Да, а зачем сюда? Я даже
Я не знаю, мы никуда здесь не попадем. Вот Да, он. вот, Да. вот, Сюда нам надо. Вот сюда, я же пошел по нему, и вы пошли, а потом вы быстро куда-то в сторону, я иду, что-то Вот следов. сейчас вот поднимемся сюда и вот до этого. Зачем? Нет, нам Нет. наоборот туда. Нет, нам вот туда. Вот сейчас я покажу навигатор, смотрите, я тут не сбиваюсь с пути. Просто надо Нет, это. мы сейчас вот, Мы сейчас ушли да, вправо. вот так, ага, вот. Ну и что, передохнем. Я сейчас пока километра накручивал, еле живой. Пока раз немножко по это. Все, смотрите, вот мы шли. Павел, видишь? Вот мы шли правильно. И сейчас я масштаб увеличу. Вот это наша 10-я. Сейчас. Вот наша 10-я точка, к которой мы шли четко, прямо. А потом вот стали искаться. А вы ушли сюда. Это вообще никуда. Мы здесь никак. Мы как раз в вот тот же. старая дорога, она что, никуда не идет? Ну что ли? куда-то, может, она идет. Она идет прямо вот сюда вот. Куда? Вот, где канал большой. Вот озеро. Ну большой это. Вот. Смотри. Так, если правильно. Вот мы здесь, да? Вот мы пошли, и вы ушли сюда направо. Куда она идет, я не знаю. Но может она и идет сюда, может она сюда и приведет, а может и нет. Она, наверное, вот здесь где-то вот так обходит. Ну а тут такие горы, Ну. как тут обойти? А это прямо вот она, вот этот ключ, просто по нему я шел. Думал, что вы здесь на перевале. Ну-ка там дорога есть? Дороги я не знаю. Значит, Может правильно, там и вот нет. она дорога. Да, ну хорошо, идем дорогой, но только дорогой. не надо никуда Так, сюда переваливать. Вот так- склоном можно Так идти. дорога-то Вот эта она... высота, вот она. Вот. Это да, это верно. Да, все правильно, это высота. И мы сейчас Вот- по хребту вот, пойдем. Подожди, сейчас. Вот эта седловина вот. Нет, нет. это Это вон. седловина вон там. Вон там она. Там. Да. То есть мы, если здесь склоном пойдем, то мы можем здесь выйти, но здесь крутики, я не знаю. Вот она идет. Она может здесь по хребту Ну, идти и вот давай. сюда спуститься. Ну хорошо, ну давайте. Нам так- надо вот сюда упасть в ложбину, Тогда получается. пойдем потихоньку, вообще от меня не отрываться. Я-то Сейчас мы выведу. так и говорили, да, что вместе шли. Я же не догоню вас. Вы как рванули, я еле-еле вообще вас. Да мы круг вот такой дали. А я дал круг в 3 я раза больше. я дошел до сюда, вот, до верха, вот до вот этой хрени. На сопку, Ну, на я самую тоже- залез. я тоже залез. Спустился чуть ниже. Я же и слышал пошел. перевал, вот перевал. Я думал, вот этот перевал. Я до него не дошел чуток. Ой, фу, все, отдыхаем. Я еле-еле. Душа в теле. Ничего, бывает. Ну, и не будет дороги, Павел. Конечно, оленей гробить не будем. Значит, вернемся. Какие проблемы? Зачем мрачить? Ну, если не будет перевала, как дойти-то? Если олени не смогут, Ну, вот по дороге перевалим, туда и дойдем, куда мне надо. Вот, то есть вам надо. хорошо. Ну тогда, может, по дороге пойдем? Зачем мудрить? По старой дороге. Надо шуршать, пока возможно. Если ты не можешь, значит, все, пора с работой завязывать. Пока еще вроде как не хочется. Я знаю, что я уже не тот быстроногий олень, который был раньше. Нельзя. Я как раз стараюсь все распланировать так, чтобы нагрузки были минимальные, там, минимальный риск. Но это никогда не получается гладко. Как ее дрочили эти мелкие. Сейчас вообще спокойно. Блин, все ноги сводят. Так, ребята, придется маленько отлежаться. Судороги пошли. Шустро я вас гонял. Привет, Тайна. Да грызи меня, да что ж такое? Я и думаю, сейчас цапнет, как дядь Коля. Ну, как раз и все закончилось. Дядь Колю за ноги хапанул. А он ее палкой погонял от стола. Ну, а потом подмазался, кормил. Ее вообще гонять нельзя, ее раз Что дошел? Эбинки очень любят кочевать.
Стремление к движению у них в крови. Наверное, к этому их приучил образ жизни, связанный с охотой и оленеводством. Даже если нет нужды кочевать, то при длительной стоянке они все равно перенесут свой табор метров на 200-300. Кочевки – это поэзия и мелодия жизни. Даже несмотря на то, что это почти всегда тяжелое и очень ответственное предприятие. Летом донимают комары, пауты, оводы, мошка, дожди и жара, непролазные заросли кедрового сланника, крутые горные подъемы и спуски, топкие болота и мари, зимой глубокий снег, наледи, гололед, мороз. Я всегда удивлялся выдержке и спокойствию эвенков в самых трудных, сложных и длительных передвижениях в условиях тайги. Как-то я спросил Юру Трифонова, своего бригадира, какой мерой эвенки измеряют пройденный путь. «Ну, лги», — ответил он. «Это отдельный вьючный переход, перекочевка. А если в километрах? Примерно это расстояние равняется 12 километрам. За день можно проехать 2 и даже 3 нулги. Все зависит от оленей и цели кочевки. На оленях мы можем кочевать очень широко. Со временем, когда появились собственные олени, кочевки для меня стали также очень значимыми, потому что это новые места, новые приключения, впечатления, новые встречи. Сейчас, когда я живу в городе, порой так сильно хочется снова оказаться в тех местах и с теми людьми, которые утром сказали бы: «Коля, инымган угидяш, Коля, сегодня кочуем». Вчера дождь был. Может, влага попала, думаю, надо помыть. Потому что ружье тут самый первый друг. То есть надо его держать очень в чистоте и аккуратно, чтобы не подвела в нужный момент. Правильно? Да, тут такое место дикое. Опасно не только оленям, а и всем, кто в тайге. Ну, людям, всем. В остальное время они так миролюбивые, но стараются обойти или убежать человека. А сейчас у них так, размножение, гон идет. Я встречал их сразу, пачку медведей. Ну, правда, они не нападали на меня. Видел, конечно, и стрелял, было где, приходилось. Три сразу пришли, 3 медведя. Гон вот в это время, чуть попозже, наверное. 2 самца и одна самка. И вот одну вроде бы ранил, попало. Короче, убежали. С 40-х годов даже не изменилось еще. Вот только у нас вещи вот изменились. А так все вот это, что был Федосеев тогда, и ходили пешком тут. Дикое все. И до сих пор вот так. Даже нога тут редко человеку ступала.
здесь вот, да, вот на этих полянах вот здесь. Как раз вот остров. Да. Вот здесь какая-то есть вот какой-то подъем по ключу. Да, вот ключик вот этот. Ну тут круто, тут вот очень круто. Вот. Если вот сюда уйти, Я не знаю, не знаю. В тайге есть свои постоянные дороги, свои веками проторенные тропы. По ним издавна шагали и будут шагать эвенки. Для эвенков жизненная необходимость переходить со своими ленями с пастбища на пастбище, с одного промыслового места на другое. Это сформировало характер эвенков с его неистребимым желанием видеть все новые и новые места. Как только сядет эвенк на своего оленя, его взгляд устремляется за горизонт. Что там интересного, какого зверя встретит, какое дерево выросло там, где он когда-то бывал. Поэтому и слово «жить» эвенки часто заменяют словами «идти», «шагать», «двигаться». Спросите у старого эвенка, какой его возраст. Он не скажет «мне столько-то лет». Он обязательно скажет «я прошагал столько-то лет». Жизнь воспринимается эвенками как активный процесс, как познание мира, земли через странствие. Эта тяга к перемене мест сидит глубоко внутри каждого эвенка. Гитару с собой брать не будем. Нет, конечно. Сейчас, не смотрю. Смотрите. Опа. Ага. Так, канал Таежный обитель приветствует вас. Сидим с Сергеем Анатольевичем Подольским, с руководителем нашей экспедиции. Они вернулись с 10-дневного похода. Смотрели там, ну, в общем, Сергей Анатольевич расскажет, надо было посмотреть проход и найти солонец баранов. Как прошла эта экспедиция, Сергей Анатольевич? Ну, экспедиция прошла успешно, все вернулись живые и здоровые. Самое Маршрут оказался гораздо труднее, чем мы думали. Только благодаря упорству и мужеству наших каюров удалось провести оленный караван там, где, в общем, я думал, что его и нельзя провести. То есть очень крутые склоны, непролазный сланник, по камням олени вели, там по каньонам. Обследовали долину Среднего Аканона, дошли до Большого Аканона, искали подходы к солонцам, которые примерно как бы должны быть в том районе, но, к сожалению, подходов вот не нашли. Зато один из наших каюров, главный наш проводник, Павел Григорьевич. Павел Григорьевич, да, он вспомнил, что много лет назад ходил на солонец в другом месте, на Большом Аканоне. То есть, в принципе, мы обозначили фронт работ на будущее. Так что сходили, в общем, успешно. Мушевидных грызунов посмотрели, кто там живет. Ну и выяснили, что искать проход от Севактыляка к Большому Аканону, там, где вот мы думали, его, в общем, не стоит искать, потому что сама дорога очень трудная. Даже если он там и есть, то воспользоваться им очень сложно. Ну, обследуем территорию. Это фактически терра инкогнита для нас. Неведомая земля. Мы должны прощупать все подходы, дорожки. Так что вот так. Ну, это примерно вот южная граница ареала снежного барана по этим местам. Ну, в общем, да, это южные отроги, куда он проникает.
Главное, что ясно, что делать дальше. Понятно. То есть один из солонцов надо искать хребтами, а вот к этому, к пашенному солонцу надо думать, искать подходы, как к нему там забраться и как обследовать. То есть надо залезать наверх и по тропам их искать. Но чтобы залезть наверх, надо сначала найти, где это можно сделать. Понятно. Подходим и с этой стороны, С и с этой, другой с той, стороны. да. Все верно. На будущий год найдем. Конкретнее уже будет. Да, ну один солонец мы нашли, так что отрицательный результат, он тоже результат. Сегодня лечим оленя. В экспедиции маленько, как его, спину обтер. Будем лечить по старинной схеме. Берется вот чистейший мох, это специально подбирается вот такой вот мох. Вот он. Это очень хороший антисептик. Вот он. Прогреваем его. Он должен быть влажный такой, мокроватый. Теперь начинаем греть его. Вот так вот. Вот, все. Вот сейчас я вам объясню, почему так делаем. Вот можно сейчас по-ветеринарски разрезать его, мазать. Он будет очень долго заживать. Потому что пока вот это все опухоль уберется, спадется, потом мухи. А вот здесь мы ничего не будем резать, просто вот завтра посмотрим результат. Он вытянет. Это мой так еще отец сделал. Вот так лечил. Ну не только линии. Как в лесу вот это вот многим пригодится, кто вот в лесу, если там, допустим, лекарств нет или что нет, раз вот так быстро, но только надо хороший мох найти вот такой. Все, процесс вытягивания пошел, будет вот это всю сукровицу вытягивать, ну там гной, все там, все такое. Все, затягиваем. Так, чтоб не упало. Всё. А людей так лечили? Людей, ну, если на крайний случай, если ничего нету, конечно, лечили. И руки, вот суставы особенно, ноги. Ну все, вот и отпускаем его на ночь. Так и будет. Утром посмотрим. Вот вчера я делал, он уже спала опухоль. Была в 2 раза больше опухоль. Ну все, вот. Может кому пригодится вот эти, особенно вот эти. Упадете, ударите колено об камни. Сразу берите мох, тряпку, обмотайте. А мох какой подходит? Только это? Только же здесь растет. Ну, желательно, вот можно даже красный, вот на море. Бывает тонкий мох такой. Ну, какой еще может быть? Да любой, если вот
Главное, чтобы он чистый был, влажный. Костерчик сделали, нагрели тряпкой, платок обмотали на час, на 2, на 3 и все. Опухоль быстро проходит. Это обычно вывихи или что там получается. Вот такой вот. Настрою. Где он? Так. На паузе сейчас отключится. Давай по линям. Давай по линиям. Так, Сиру. сыру, бык, А, матка, нями. Нями. Потом по годам стеленка. Ангникан. Ангнакан идет тарагай. Сиюкан. Суюкан, Нямукан это вот как раз телята, бычок да, и маточка. Бычок и маточка. Да. Сиюкан бычок, нямикан это маточка. Нямукан. Ну, то есть Тарагай тарагай это подросток. год Годовалый. годовалый. Эвкан, Эвкан 2-годовалый. эктана. Иктана 3-годовалый идет. Да. Иктана Нёгаркан 4 уже. Это рабочий вот почти отсюда с Нёгаркана и выше. И выше. И выше идут. Эктана тут нету. Иктана Да. нет. Муту Вот это уже 5 лет. пожилой такой. 5, да. А. И Амаркан. Амаркан это старый. Не, ну это Как не бы. старый, ну, Ну, тоже ама, как такой. бы дедушка Да, уже. Почти дедушка, Да. да. Горбевий у тебя это уже вот самый старый. Самый старый Обычно у горбиль. них вот зубы стерты и все. А, понятно. Павел не берет собаку, потому что он не знает. За волком побежит, волк его скушает. Волк собаку любит, вкусно. Тут и волков полно. Волков полно. Собаку он только как семечки. А это что рычит? Что не так интересно. Бежали эти олени, елки. Олень еще может унюхать эти волчьи следы, вот этот помета, Мгм. которые видели. Они тоже могут тронуть из-за этого. Есть, Или давайте. Пухавают за это. Что там Конечно. Пава скажет? Павел, Пава там пусть ищет, а ты кушай. не, почему Пава? Пава сейчас придет, скажет. А он расстроился? А? Он сильно расстроился? Ну, конечно, линии просрать, если... Да нет, я же его спросил, ты ходил, слышал? Нет, надо было сразу и бежать мне. Я побежал-то по кроссовках, а речку не перейдешь. Я обратно вернулся. Пока тут собирался, патроны искал, короче, нашел, побежала. Да раньше было бежать. Короче, не будем ничего придумывать, приду. Идут. За раз, хоп, нету, как будто их рукой Выстегивают. Да, да, Конечно. давят, да, угоняют и давят. Ну здесь, видишь, волки какие крутые. А я не, вот, ну-ка, это вот, Ваша, расскажи, как, что, вот, Ну что вот. волчат забрали и защищалась волчица, да? Или как? Короче, дед шел, оленей искал и наткнулся на это, Ага. на логово. Рядом, и то не прямо здесь, а где-то она тут была. Туда, говорит, пулей волчица летит. Прямо на него вот так, говорит, клацает зубами. Хорошо, говорит, у меня это, видел посох был. Мгм. Карабин тут. Говорит, отмахиваюсь, карабин не могу взять вот так, ну, рукой вот так отмахиваюсь. Она аж, говорит, прямо хочет в горло
прыгнуть. Круто. Ну и вот как-то карабин снял, выстрелил. Тоже но они специально пошли туда, чтобы убить волчат. Она не дала даже убить их. Как напала, говорит. Они вдвоем были. Еле, говорит, отмахались от нее. Могила на Наките в интереснейшем месте, где сходятся Накит, впадает в Ток, и там недалеко Анам-Тыдяк, такая замечательная поляна, высокий берег. Вот эта могила стоит Трифонова Никифора, Никифора Семенович, старший брат у Лукиткана. История есть, как его хоронили, он это место выбрал для себя сам. Сказал, что когда умру, хоть где я умру, меня перевезите туда, на вот эту возвышенность. Там как раз хризолит, и такое, и люди будут. Ему охота было, чтобы могилу эту, как бы, и люди посещали постоянно. Там оленеводы, тоже там такие пути оленьи. Там постоянно на этом бугорке, по долине Накита, вот буквально в зоне видимости, постоянно олени. Очень примечательно. Ну, когда он умер, его действительно перевезли туда. Также он показал дерево, с которого надо сделать ему гроб. Вот эти все его наказы сыновья выполнили. Ну, я вот приехал, крест делал по пути. Где это дед мой? Отсюда начало мое пошло в корней. Вот Трофим к нам приехал, заместитель директора по национальному парку. Это вот он. Тяжелая доля, то есть фактически восстановление вот оленеводства, работа с оленеводами, это очень непростая задача, и Трофим за нее взялся. А сейчас приехал к нам в центр национального парка на, в общем, вездеходе, на квадроцикле. Что вообще само по себе удивительно, что сюда можно доехать. Никто не представлял, что сюда можно вот на этой технике доехать. Трофиму удалось, привез ребят-орнитологов, Алексея Антонова и Сергея. Сейчас они у нас на основной базе, то есть у нас, в общем, радость. Фактически вся экспедиция собралась вместе, благодаря Трофиму и его наследнику, который тоже помогал. Есть рыба? Ну, я поймал. Да, блин, это, может, на эту ловится как-то. На мушку? Не на мушку, а на паута. На паута? Хватается хорошо, но я даже вниз не пошел, тут наловил. Сколько поймал? Да, я не читал, карусель. А, карусель, да? Карусель, МК одного. Что, вниз поедем или тут будем еще? Можно и поехать, но... Поехали вниз. Не доверяют. Дай. Тихо, подожди. Давай.
так, бери. Правильно ты держишь, ну. Ну вот. Воздух играет там. У Он, меня да, вот тут открыто. вот сюда, закрывай плотно. Сюда дуй, отсюда, чтобы выходил. Во-во, уже что-то хочет. Уже хочет воздух, слышно. Пьет, смотри. Пьет. Ну, молодец. Ну, Вот какие поилки надо делать. да, Чего их водить к реке? умывается. Смотри, как пьет олень. Ссать начинаем. Значит, если я попью, ты не попьешь, короче. У нас Так. Че, На ноги, не надо. пьет, да? правильно пить. Че, чайку? Нет. Все, полетел? Ну давай, Володя, а я мат. Удачи, полетел. Аракукан, стой. Все, давай, увидимся. Так, ничего не забыл, да? Вроде нет. Если что, придешь. Меня зовут Алексей Антонов. Работаю в Хинганском заповеднике, это Амурская область, крайний юго-восток. А учился в Сибири, в Красноярском госуниверситете. После окончания как-то так сам решил ехать на Дальний Восток, чтобы начинать новую жизнь, свою как бы самостоятельную карьеру. Написал 2 директорам. Тогда было только 2 заповедника в Амурской области. Зейский и Хинганский. Норского еще не было. Я написал 2 письма. Одно письмо директору Зейского заповедника Греховодову, а второе письмо директору Андронову, директору Хинганского. Греховодов ничего не ответил, и слава богу, потому что он примерно соответствовал своей фамилии человек. Вот. А зато Владимир Андреевич Андронов написал мне письмо на 3 страницы, описал все перспективы, мне это понравилось. И я приехал, стал работать в Хинганском заповеднике орнитологом. Ну, потихонечку расширял, как говорится, горизонты своих исследований по всему, начал работать по всему Дальнему Востоку, от Приморья до Камчатки. Пустое. Все, вылетели вчера. Не успел. Вот оно, гнездышко. Шарик на земле из травы. Видишь, у него даже дна нету, этого шарика. Вот оно, гнездо пеночки-таловки. Еще вчера здесь были птенцы. Ну, у нас уже давнее взаимодействие с Зейским заповедником, между Хинганским и Зейским. Собственно, оно не случайно, потому что теперешний директор Зейского заповедника Сергей Юрьевич Игнатенко, он, собственно, раньше работал в Хинганском заповеднике, заведовал там научным отделом. И, в общем, когда он стал директором Зейского, то наши рабочие контакты не прекратились, а наоборот, даже усилились, и мы работали по разным проектам, связанным с влиянием водохранилищ и ГЭС на животных. Ну вот когда уже появилась вот эта новая особо охраняемая природная территория под названием Токинско-Становой национальный парк, соответственно, возникла необходимость полной инвентаризации и орнитологического обследования этого парка. Мишаню! Ого-го-го!
Подай звук. Поздоровайся. Позавчера тут медведь приходил, нашкодил маленько. Вот сейчас приходится заранее его предупреждать, чтобы он как бы не напугать и не спровоцировать его на атаку. Так специально тоже делаем. Ну, этот муравейник был вот так вот. Я снимал тут вот этот свой рассказ «Муравей тащил хвоинку» на самый верх своего муравейника. И взял потом, набрал тут эти хвоинки и наверх еще посыпал, думаю, помогу им. И вот ему, видать, запах не понравился. Он их взял, разорил. Но он так разоряет их, а это вот. Ну и вот смотри, деятельность его. Самое страшное, что он тут натворил. Ну и вот, можно поглядеть, что он тут натворил. Разодрал на нет скиф. Вот, видишь, даже тут попробил когтями. Видать, вот это вот тащил зубами. Или как он разворотил лохмотья. Оставили на немного. Хотели промерить дно. Глубину вон чувство наделал. Вот. Серьезная засуха. Река Малая Канон пересохла в верхнем течении. Вот погибла мелкая рыбка, в основном хариусы. Вроде бы есть и гальянчики. Нет, пока вижу только хариусов. Их собирают чайки. Специально прилетают. Такая вот природная катастрофа. Алло. Сергей, привет. Ага. Слушай, там ничего нового по пожарам нет, что-то нас совсем дымом заволокло. Ну хорошо, хорошо. О, кто-то говорит с Якутии. Ладно, все тогда, все, пока. Оборвалась связь. Нету очагов новых. Дымы с Якутии. Будем надеяться. Планета наша живая и удерживает жизнь определенными силами. Тихим голосом говорил шаман своим сородичам. Это так называемые стихии. Стихия воды, стихия воздуха, земли и огня. Стихию воды люди используют и загрязняют без оглядки на ее важность. Мазутные пятна можно встретить в любом водоеме земли. Тонны мусора устилают берега и прибрежные воды. Тысячи тонн нефти и нефтепродуктов убивают животные и растительный мир океана. Проблема пресной воды уже остро стоит во многих городах и странах нашей планеты. Стихию воздуха ежесекундно заражают дымящие день и ночь промышленные трубы, выхлопные газы миллиарда автомобилей. Вырубленные леса, как каверны больного туберкулезом, усугубляют проблему чистого воздуха. У стихии земля своя и болячки. Она развороченная, покрыта свалками мусора и всевозможных отходов. Истощаются ее недра,
Все делается с нарушением законов ее жизни, без оглядки на будущее. Мы не знаем, как это скажется на матери природе. Не затронута остается стихия огня. На фоне угнетенных 3 первых она процветает, что ведет к повышению температуры земли, воды и воздуха. Все так же, как у больного человека. Постоянные пожары – ее торжество. Эти цветочки, выращенные нашими руками, уже истощают зловоние, от которого нам приходится задыхаться. Ягоды, которые вызреют от этих цветочков, будут для нас смертельны. И мы, как зловредные микробы, будем уничтожены. Дай Бог, чтобы этот мой прогноз не сбылся. Пусть наши намерения перейдут в наши добрые дела. Подкладывая новую порцию сучьев в костер, закончил свой рассказ, свои рассуждения старик. Огонь вспыхнул с новой силой. О чем-то забормотал своим надтреснутым голосом. Шаман взял в руки бубен, погрел его над костром. Грустная дробь долго не смолкала над чистой еще тайгой. Во-первых, солонец нашли, второй не нашли, но определились, что там, может, действительно заросло. И проход вот этот, о котором я давно уже знаю, что Сергей Юрьевич, Сергей Анатольевичем, они говорили, может, там есть проход, и было бы хорошо. Его на самом деле нет, потому что попали, вы там, даже Паша говорит, Оля там снимала в таком месте, что, говорит, это будет очень интересно. И определились вот с этим, с местностью, пришли к нам по птицам, которые специалисты. Они тут поработали. Для меня вообще интересно, я про птиц узнал как бы очень много. На могилу сходили, вот тоже было запланировано. А Да. вы что конкретно? А? Вот вы, для вас вот что в экспедиции? Для меня, я снял много видео, которые говорят об вот этой территории. Думаю, больше, чем в прошлом году. Это вот спасибо тебе, ты снимай, потому что я уже как бы со своего опыта знаю. Потом жалеешь вот это. Я, может, много по мелочам, и как бы оно, может, и не войдет куда-то где-то, а может и войдет. Потому что что-то, и как я знаю, вот, жители Оренбургской области, Узбекистана, вот это про тайгу, мелочи, когда мы тут много знаем, нам кажется мелочь. На самом деле очень интересно. И видео не для всех, конечно, потому что эта тема не для всех, но для многих будет, я думаю, моя работа будет тоже интересна. У нас еще даже получается, что у тебя как бы капитально так вот будет большие фильмы, а у меня там по 3-4 минуты, по 2, по 5, по 10 может там где-то такие. Но они дополняют друг друга. Они уже картину делают такую для людей общую, как, например, тебе писали, дядю Колю вы показали с другой стороны. Вот примерно где-то наша работа с тобой вот такая. Мы стараемся с двух сторон. Я по мелочевке, а ты глобально вот так вот, которую с удовольствием люди смотрят. Думаю, что мы уже 3 года работаем более. Если бы тебя не было, я бы не знаю, мне бы вот тут просто было тоскливо и явно не хватало бы чего-то для творческой вот этой работы, для поддержки, для надежности. Это много значит.
один из очень древних сибирских народов, живущий ближе к Северному полюсу. Это эвенки, они же тунгусы. И в мифологии эвенков существует верхний мир, средний мир, где живем мы с вами, растут цветы, летают бабочки, живут животные, и нижний мир, о котором мы сейчас говорить не будем. И однажды хозяин верхнего мира Севаки решил дать людям, таежным людям, тунгусам, оленей. И стали олени падать сверху, из верхнего мира, с неба. Увидели это люди, таежные люди, тунгусы, и стали подстилать мягкий мох, разводить дымокуры. Олени падали, им было мягко, они падали на мох. Их не кусали оводы, слепни и мухи, потому что их были разведены дымокуры. А в других местах, где таежных людей не было, олени падали, ушибались и убегали. А у таежных людей олени прижились. Нергивацани, гарамуони, топчанкотани, гравда, цагама, ундаючиво, руни, ундаючиво, сутамчани, хаусе адани, аданда хаси, хаусе адани, уджинда хаси. Пойти гусору, молодой гусору, мне симбява, радовыва, гуси, сика, мимбяти, той камкени, муа, мухтучими, мухсахани. Нанgali in sajda hisasi.